Хогвартс. Школа магии и волшебства из книг о Гарри Поттере. Чем она похожа на реальную школу, а чем нет? Смог бы обычный школьник взять и вот так просто туда перевестись или поступить? Какие там были особенности обучения, что изучали, да и просто где она вообще находится? Это самая школа магии. И может ли обычный школьник туда добраться? Скажем, на поезде, пройти собеседование с приемной комиссией, ну и начать учиться. Вы на канале SMAPS Education, самом международном канале об образовании. Здесь мы рассказываем про учебу за рубежом, про возможности построить карьеру за границей, об особенностях жизни в разных странах и о личностях и компаниях, у которых есть чему поучиться. Сам Хогвартс имеет ряд сходств и различий с реальными школами, особенно с британскими интернатами. Среди сходств можно выделить вдохновляющую архитектуру, систему домов, которая создает чувство принадлежности, о ней я расскажу чуть позже. Конечно, это эксцентричные учителя, школьная форма, путешествия на поезде в начале учебного года и создание крепких дружеских связей. Наши студенты, кстати, которые учатся или учились в Великобритании, также отмечают, что методы преподавания в Великобритании не похожи на наши. Вы, кстати, можете зайти на сайт smaps.ru зарубежного образования в раздел видео отзывов. Там реальные студенты рассказывают о своих учебных заведениях. Но мы с вами отправляемся в мир Гарри Поттера. В Хогвартсе преподают магию и квиддич, а не традиционные академические предметы. И там присутствуют магические существа и заклинания, чего нет в реальных школах. Эти фантастические элементы делают Хогвартс уникальным и отличным от обычных учебных заведений. Хогвартс — это школа волшебства и колдовства, предназначенная для обучения магов и ведьм. Здесь мне почему-то захотелось у вас спросить, если кто-то у вас из знакомых ведьм, может быть, как раз захотели бы сюда поступить. Так вот, поступление в Хогвартс зависит не от обычных академических достижений, а от наличия магических способностей. В книгах описывается, что Хогвартс автоматически принимает детей, проявивших волшебные способности, независимо от их происхождения. Таким образом, обычный школьник, не имеющий магических способностей, не сможет перевестись в Хогвартс. Школа эта предназначена исключительно для тех, кто рожден в магической семье или обладает волшебными способностями, даже если он или она родились в семье маглов, не магических людей. Да, друзья, мы с вами все, если у нас нет каких-то особенностей волшебных, мы это маглы. Во вселенной Гарри Поттера, созданной Джон Роулинг, маглы — это термин, используемый для обозначения людей без магических способностей. То есть это обычные люди, которые не являются волшебниками или ведьмами и не обладают врожденной способностью использовать эту самую магию. Да и вообще в контексте серии книг маглы не осведомлены о существовании магического мира, который сосуществует параллельно с их обыденной реальностью. Магическое сообщество обычно скрывает свое существование от маглов, чтобы поддерживать мир и порядок между магическими и немагическими мирами. Из серии моих выпусков из британских школ вы, наверное, знаете, что в Великобритании популярны бординговые школы, то есть школы, где дети живут на постоянке. Есть школы полностью бординговые, где все студенты обязаны жить в школе. Есть школы частично бординговые, то есть часть студентов утром приезжает и вечером уезжают, а другая часть живет там. А есть еще такие форматы, когда школьник, студент, скажем, 5 дней живет в школе, а на выходные едет к своим родителям. Вы здесь не ослышались. Я называю школьников студентами, потому что для Великобритании это абсолютно нормально. Как же обстояли дела в Хогвартсе? В Хогвартсе система домов играет ключевую роль в организации школьной жизни. Здесь 4 дома. Какие они? Кто читал Гарри Поттера? Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран. Это если вы читали его на русском. В оригинале же эти названия звучат немного по-другому. Гриффиндор, Рейвенклоу, Хаффлпаф и Слизерин. Хотя как немного. Не совсем и немного. На самом деле, в этих названиях английских есть большой смысл. И так вообще и в реальных британских бординговых школах многие дома, где живут студенты, не просто называются 1, 2, 3, то есть какими-то цифирками, а у них есть свои названия, свои цвета, свои символы. Круто! Да это ж круто! Давайте с вами рассмотрим именно оригинальные названия домов, их гербы и что они означают. Почему английские оригинальные? Ну, потому что российскую интерпретацию переводить не совсем правильно будет. Ravenclaw вообще переводится как коготь ворона. И смотрите внимательно на герб этого дома. Что там изображено? Орел.
Где логика вообще? А логика вот где. Орел — это символ широкого кругозора, сильного ума, связан со стихиями огня и воздуха, поэтому именно он стал символом Рейвенклоу. Ну а Рейвен, то есть ворон, это вообще постоянный персонаж различных сказок, каких-то волшебных, магических сюжетов. Следующий дом. Гриффиндор. Гриффиндор можно перевести как золотой орел. Гриффин. Это грифон, а двор это золотой. Это древний геральдический символ. Но ведь самый внимательный из вас скажет, что нет там никакого грифона, Егор, на гербе Гриффиндора. Да, ребят, там не грифон, там лев. Идут снова символы. Во-первых, грифоны — это мифические крылатые существа с туловищем льва и птичьей головой. Во-вторых, когда день рождения у Гарри Поттера? 31 июля. Когда день рождения у Джоан Роулинг? Тоже 31 июля. И кто же они по знаку зодиака? Ну, конечно же, львы. Та-дам! Вот вам и тайный смысл этого герба. Hufflepuff. Еще один дом. Название образовано от английских слов huffle – надувать и puff – дуновение. Здесь, скорее всего, идет отсылка к ветру и силам природы. Не к одышке, я надеюсь, слава богу, а кто изображен на эмблеме. Это, ребятки, барсук. Почему барсук? Почему такое странное название? Но здесь на самом деле тоже все достаточно просто. Это было первое животное, которого спасла основательница этого дома с помощью искусства врачевания. И фамилия основательницы как раз и есть Hufflepuff. Ну и, наконец, дом Слизерин. Со змеей на гербе. Самый мрачный из домов, и с чем он у вас ассоциируется? Страх, ужас, зло? Нет. Змея, дорогие зрители, это символ мудрости. Вспомните книгу «Джунглей» Редьярда Киплинга о Маугли. Один из наставников Маугли, мудрый Ка, питон. Здесь также используется змея в качестве символа мудрости. А еще понимать язык змей могли черные маги. Вот такие дела. Но с названием дома все просто. Он назван по фамилии основателя Салазара Слизерина. Зеленый цвет на гербе означает материальный достаток, денежное благополучие, роскошь и изобилие. Каждый дом имеет свои особенности и ценности, и каждый ученик при поступлении в школу относится к одному из этих домов. Еще раз подытожим. Гриффиндор характеризуется доблестью, отвагой и честью. Основатель дома — Годрик Гриффиндор. Эмблема дома — лев, а цвета красный и золотой. Слизерин славится своими учениками, обладающими хитростью, амбициями и жаждой власти. Основатель дома — Салазар Слизерин. Эмблема — змея, а цвета — зеленый и серебряный. Пуффендуй известен дружелюбием, терпимостью, честностью и трудолюбием, а основательница — Хельга Пуффендуй. Эмблема дома — барсук, а цвет — желтый и черный. Ну и, наконец, Коктевран. Сначала перевод кажется дурацким, но на самом деле есть смысл. Когте — коготь, вран, ворон. Все просто. Здесь ценится ум, мудрость, остроумие и любознательность. Основательница Равена Коктевран. Эмблема дома — орел, а цвета синий и бронзовый. Кстати, если вам будет интересно вообще разобрать все герба по цветам, символам и так далее, напишите об этом в комментариях, сделаем об этом новый выпуск. При поступлении в Хогвартс новые ученики проходят церемонию сортировки, во время которой волшебная шляпа сортировщика определяет, к какому дому они наиболее подходят на основе их качеств и предпочтений. Каждый дом имеет свою комнату отдыха и общежития в разных частях замка. В течение учебного года ученики домов соревнуются за кубок Хогвартса, набирая и теряя очки за различные достижения и нарушения. В Великобритании, кстати, многие дома в бординговых школах соревнуются между собой и набирают определенные баллы. А теперь скажите честно, вы когда-нибудь хотели учиться в школе магии? Или, может быть, представляли себя героем книг о Гарри Поттере? И теперь тоже честно, как вы относитесь к школьной форме? Если плохо, то вам точно не по пути с Гарри Поттером. Так мы с вами плавно подошли к школьной форме в Хогвартсе. Форма, друзья мои, играет важную роль в идентификации учащихся разных факультетов. Во всех факультетах форма в основном одинакова, но отличается цветовыми акцентами и эмблемами, соответствующими каждому из 4 домов Хогвартса. Общие элементы школьной формы. Какие они? Роба, длинная, черная, с капюшоном, является основной частью униформы. Шарф. Шарфы, носимые учениками, обычно содержат цвета их факультета. Жилет или свитер обычно носят под робой также в цветах факультета.
Значок дома. Каждый ученик носит значок своего дома на робе. Отличительные особенности в форме и домах помогают поддерживать что? Дух соперничества прежде всего и гордости за свой дом среди учеников Хогвартса. Хотя основная функция униформы — это единство и равенство. Цвета и эмблемы факультетов играют важную роль в создании уникальной идентичности каждого дома. Это, ребятки, вот все про британские школы. Вот прям форма — это вот о британских учебных заведениях. И я много раз в своих роликах, в своих выпусках из британских школ показывал и рассказывал, какие бывают формы, что у них есть. Поэтому смотрите, если вам интересна учеба за границей, в Великобритании или в других странах, смотрите выпуски, там много об этом рассказывается. Пауза. Проглотил тут йоркширский пудинг, или как они там называются. Что, кстати, ели в Хогвартсе? Кто знает. А про столовую я потом еще расскажу вам. Кружка, кстати. Видите, какая? Крутая. Дэвид Гейм Колледж. Это лондонская школа. У меня тоже о ней есть выпуск из Лондона. Ссылочку тоже поставлю. К предметам. Что вы учили у себя в школе? Математику, физику, химию, ну, все стандартно. А вот в Хогвартсе ученики изучают множество уникальных предметов, связанных с магическим миром. Давайте с вами посмотрим, что же там были за предметы такие. Самое, наверное, знаменитое — зельеварение. Как и моя бабушка тоже изучает его. Изучение создания зелий с помощью различных магических ингредиентов. Обучение способам защиты от темных существ и заклинаний. Трансфигурация — еще один предмет. Изучение преобразования одного объекта или существа в другое. Чары. Изучение заклинаний для различных целей. Летание на метлах — тоже очень важный предмет. Практические занятия по управлению метлами. История магии. Изучение истории магического мира. Гербология. Изучение магических растений и их использование. Астрономия. Изучение звезд и планет с помощью телескопов. Прорицание. Изучение предсказаний будущего с помощью различных методов. Шар там, колдуешь, видишь, что происходит. Уход за магическими существами. Ну, тут что объяснять? Изучаем, как ухаживать там за, опять же, там, Грифоном или кто там они у них были. Эти предметы дают ученикам Хогвартса знания и навыки, необходимые для жизни и работы в магическом мире. Помимо этих основных предметов существуют и другие специализированные курсы, которые предлагаются старшеклассникам. Здесь хочу обратить ваше внимание, что во многих британских школах есть, да, определенные общие предметы, которые потом вы можете откинуть или не откинуть, да, и сконцентрироваться на каких-то нескольких предметах, которые у вас идут лучше. Но также у вас есть еще и определенные такие кружки, или в Великобритании их называют клубами по интересам. Вы можете присоединиться к определенным клубам и изучать что-то дополнительно. И, наверное, главный вопрос: а существовала ли некая реальная школа Хогвартс или ее прототип? Здесь разочарую ребят, но нет. Хогвартс является вымышленной школой из серии книг о Гарри Поттере. При этом Роулинг была вдохновлена реальными местами и концепциями. В частности, замок Хогвартс, в котором расположена школа, частично вдохновлен архитектурой Даремского собора в Англии. Это отражает общую тенденцию автора черпать вдохновение из реальных мест и объектов при создании своего волшебного мира. Точного реального аналога Хогвартса не существует, поскольку школа представляет собой уникальное сочетание магических элементов и типичных характеристик британских интернатов. Детальное описание школы, включая ее местоположение в Шотландских горах и особенности, такие как движущиеся лестницы, заколдованные портреты и секретные проходы, являются плодом фантазии Джоан Роулинг и не имеют прямых аналогов в реальном мире. Таким образом, Хогвартс остается вымышленным творением, хотя он и включает элементы, вдохновленные реальными школами и архитектурой. Так почему же Роулинг выбрала именно Шотландию для создания Хогвартса? Да, ребят, не Англию, а Шотландию. Гарри Поттер, кстати, отправляется в свое путешествие с Кингс-Кросса. Это вокзал в Лондоне с платформой 9 3/4. Эта знаменитая платформа доступна только волшебникам и ведет к поезду Хогвартс Экспресс, который доставляет студентов в школу волшебства и колдовства Хогвартс. К слову, эта платформа там реально есть. В Лондоне на вокзале Кингс-Кросс. Только для этого вам придется пройти сквозь стену.
Итак, Гарри Поттер из Лондона отправляется в Шотландию. Его поезд волшебный. А вот если же вы, например, реально захотите прокатиться на поезде, скажем, до шотландского Эдинбурга, сколько у вас займет дорога? Плюс-минус 5 часов. По дороге вы будете проезжать что? Различные города с юга на север. Какие это будут города? Йорк, Ньюкасл, ну и многие другие. И если у вас будет время, обязательно загляните в эти места. Да, Йорк и Ньюкасл, они прекрасные. Я много лет провел в Великобритании, объездил ее вдоль и поперек. У меня бесконечное количество выпусков оттуда. И если вам интересна Великобритания, подборочку роликов оставлю в описании. Лондон, Эдинбург, Йорк, Ньюкасл, Глазго и многие другие. Кстати, у меня есть очень крутой выпуск по местам съемок Шерлока Холмса именно в Лондоне. Тоже посмотрите, очень крутой выпуск. Возвращаемся к нашей теме. Джон Роулинг выбрала Шотландию в качестве местоположения Хогвартса по нескольким причинам. Во-первых, у самой Роулинг есть личные связи с Шотландией. Ее родители встретились в поезде, следовавшем в Арброд, город в северо-восточной Шотландии, у побережья Северного моря. И важный рыболовецкий порт также этот город возник вокруг Арбродского аббатства, основанного в 1178 году шотландским королем Вильгельмом Львом. Лев. Еще один символ, да? Посмотрите на эти пейзажи города. Но как ими не вдохновляться? Ее мать была наполовину шотландка, а ее прадед родился на острове Арран. Роулинг также провела значительное время, проживая в Эдинбурге, что, несомненно, повлияло на ее творчество. А Эдинбург, лично я считаю, одним из самых красивейших городов всей Великобритании. Мистический, загадочный, туманный. И, кажется, все его улицы пропитаны волшебством. Во-вторых, Шотландия обладает великолепной природной красотой и богатой историей. Эти элементы создали идеальный фон для волшебной школы Хогвартс. Живописные ландшафты, древние замки Шотландии. Все это, конечно же, давало вдохновение Джоан Роулинг для создания магической атмосферы, которая стала ключевым элементом вселенной Гарри Поттера. Ну и, наконец, шотландское наследие, фольклор, мифология сыграли также важную роль в описании Хогвартса. Древние традиции и мистические рассказы Шотландии добавили глубины и подлинности магическому миру, созданному Роулинг. А были ли школы или университеты, которые стали реальными локациями для Хогвартса? Ну, конечно. Здесь я вас обрадую. Эти места даже можно посетить. Крайстчерч в Оксфорде. Это один из корпусов Оксфордского университета. Оксфорд был выбран также не просто так. Это старейший университет Великобритании и один из старейших в мире. Великолепная архитектура Крайстчерч послужила вдохновением для создания столовой Хогвартса. Ее можно посетить, и это не музей. Вы реально можете даже позавтракать там, что я и сделал. А еще я несколько дней жил в этом корпусе. Чувствуешь себя как прекрасный принц в дворцовой башне. Слава богу, что не в заточении, и оттуда можно выйти. И слава богу, что там есть современные удобства и отопление. Дарамский собор, Durham Cathedral. Этот собор использовался для съемок нескольких внешних и внутренних сцен в Хогвартсе. Глинфинанский виадук в Шотландии. Хотя это не учебное заведение, виадук стал известен благодаря сценам с Хогвартс-экспрессом. Ални Касл, замок, также использовался для съемок сцен летания на метлах и квиддича. Лекокэбби в Уилтшире. Исторический монастырь. Он послужил местом для нескольких сцен в фильмах. И университет Глазго, University of Glasgow. Некоторые сцены также были сняты в старинных интерьерах этого университета. Училась ли сама Джоан Роулинг в бординговой школе? Вот интересный вопрос. Нет, ребятки. Она получила образование в Англии, посещала начальную школу St. Michael's Primary School в Винтерборне. После этого она продолжила обучение в средней школе Вайден. После школы Роулинг училась в университете Эксетера, где получила степень бакалавра по специальности французский язык и классическая филология. Роулинг не училась в интернате, как герои ее книг, но определенно подобные учебные заведения ее вдохновляли. Если вам мало локаций, о которых я вам только что рассказал, и вам надо больше, что делать дальше? Существует реальный музей Хогвартса, официально известный как Warner Brothers Studio Tour London The Making of Harry Potter. Дословно переводится как экскурсия по студии Warner Brothers в Лондоне, создание Гарри Поттера. Ливсдене, недалеко от Уэтфорда.
в Англии. Это место позволяет посетителям исследовать мир Гарри Поттера, включая такие знаменитые локации, как Великий зал, Запретный лес, Диагональная улица. Также там представлены костюмы, реквизит, эффекты, использованные в фильмах. Длительность тура обычно составляет от 3 до 7 часов. Билеты нужно приобретать, конечно же, заранее. Я сейчас выступаю, по-моему, как продавец. Вообще никакого отношения к билетам не имею, комиссий никаких не получаю за это. Но место посещаемое, пиковый сезон, все может быть распродано. Стоимость билета примерно для взрослого 51 фунт, для ребенка 40. Существует также семейный билет за 160 фунтов на двоих взрослых и 2 детей. Билеты можно купить онлайн или в кассе в день посещения. При этом онлайн-билеты обычно дешевле и позволяют избежать очереди. Вот так вот сейчас я тут разрекламировал и распродал практически все билеты в этот музей. Да, ребята, это музей на студиях Warner Brothers, это не реальная, это реальная локация, но там все воссоздано. По сути, это вот что-то эквивалент Диснейленду, только от Warner Brothers Studios. На этом у меня выпуск такой интересный, сказочный получился выпуск. Подошел к концу. Если вам интересны какие-то вот такие форматы, вы хотите, чтобы я вам рассказал больше об Англии, каких-то местах, почему только об Англии? О Великобритании, Ирландии, Шотландии, вот всем, что хотите, пишите в комментариях, что вам интересно, и мы будем готовить следующие выпуски для вас. У меня 2 канала. Один канал это SMAPS Education, где я рассказываю больше о международном образовании, и разного рода истории о людях, о компаниях. И у меня есть второй канал о моих путешествиях, он больше нацелен на то, чтобы рассказать о городах, о странах, в моем личном опыте путешествия, он очень большой. Также заходите на него, канал называется Егор Еремеев, и, конечно же, я и компания, мы есть во всех соцсетях, просто вбивайте где угодно SMAPS, там также можно напрямую пообщаться, задать вопросы какие-то интересующие, или мы с вами можем посотрудничать на какие-то интересные темы. И, конечно, не забывайте, что наша компания SMAPS Education занимается международным образованием. Мы помогаем школьникам и студентам уехать в места, в учебные заведения их мечты. Вот как, допустим, Хогвартс, да, возможно, мечта многих. Мы помогаем найти подобные учебные заведения, чтобы они также стали волшебным местом, где будет учиться школьник или студент. Ну все, пока.